Rabotaytebratya, and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to be reacting to what do Russians think about the LGBT community. This might be controversial to some, and I feel like this is going to be an interesting one. So with enough talking, let's jump into the video. Let's go! Как вы думаете, много ли в России ЛГБТ людей? Не думаю, что много. А как вы сами к ним относитесь? Я отношусь к ним нейтрально, но если они выебываются на протестах и так далее, блядь, распространяют ЛГБТ-тему, то это пиздец как раздражает. Это что, лесбиянки, которые вот эти все? Лесбиянки, геи, би, трансгендеры. Много, мне кажется. Да-да. Процентов 20, в основном реселлеры. Процентов 20-25. Nah, I don't Среди think, ваших 5 друзей есть один гей. Ну, я не don't знаю. think it's 20 to 25% of the country. Like in my country, I would say maybe 10% or 5%. Because I think a lot of people think they are a lot because they are like, because of these marches and stuff like that. And they're always out there speaking out against rights and everything. So people think the community is very, very big. But I don't think it's that big. Well, at least maybe in America or Canada, but I don't think it's that big. Especially in my country, it's 5%, maybe 2% even. And Russia, I don't even think so. Maybe it's big, but then it's private. Ну, по крайней мере. Я думаю, не 7, а процентов 15 где-то. В 2 раза больше. That would. Конечно, много. Сколько процентов, я не скажу, но достаточно много. Просто они все достаточно скрытные ребята. Зайдите в любой гей-клуб и найдете. В Москве много гей-клубов? Ну, есть. Адреса могу скинуть, если надо. Как вы думаете, в России много ЛГБТ людей? Думаю, что да, просто их так все презирают, то что они не выходят на улицу, не показывают. А сколько в процентах, как думаете? Ну, 60! 60. Can't be. А как вы сами относитесь к ЛГБТ? Мне они не нравятся. Кто-то особенный не нравится? Да нет, в принципе, просто это как бы противно выглядит. Ладно, если бы это делали только дома, то это делают еще и как бы на улице. И как бы, блин, ну держите при себе все свое. Ну, ходить парады к минимуму устраивать, допустим, по центру, это пиздец вообще. Если вы гей, битесь спокойно дома, чем на вид это показывать. Отлично отношусь. Вау! Положительно. Среди ваших друзей есть кто-нибудь Да, достаточно. открытый? Ну, Like when you compare to like countries like America, they claim to have freedom of speech, but like I know it's their opinion, but if you had an opinion like this, you'd be totally cancelled in countries like America, Canada. Everyone would call your companies where you work. You won't have a job. You end up homeless just for saying this. But I guess like in Russia, I think it looks like Russia is, I can't say less accepting, but still getting used to it or trying to get used to it, or they don't want none of it. Like in Africa, the leaders like are totally against it. Most of the presidents are totally against the LGBT community, although they always march that they want LGBT rights, gay rights, things like that. But then those they are human beings and they are protected under like human rights, and everyone has human rights. So I don't know why they march for that. But yeah, let's carry on. наполовину, ну, в смысле, наполовину открытые, наполовину закрытые. Конечно, в нашей стране очень сложно быть открытым. Что в нашей стране сложно? Все сложно в нашей стране. Мы снимаем для западной аудитории, они совершенно не знакомы с Россией. Не приезжайте в Россию, пожалуйста. Заберите нас отсюда. Как вы сами относитесь к ЛГБТ? Ну, нейтрально, мне все равно. То есть, даже не все равно, я на самом деле поддерживаю, потому что людей обижают, их должен кто-то поддерживать, я поддерживаю. А как их именно обижают? Ну, обижают так, что люди должны это скрывать, потому что меняется отношение, и тебе просто сложнее становится жить, если ты открытый. Отношусь, ну, не сколько положительно, адекватно, по крайней мере, адекватно, но не гомофоб. Как вы сами относитесь к ЛГБТ? Но, учитывая то, что в европейских странах и также в странах Запада к этому относятся вполне себе гуманно, но наша страна, к сожалению, до этого Mostly Western вы сами countries. как относитесь? спокойно, нейтрально. Если человек это не показывает, то... Вот человек стал геем или лесбиянкой, что должно происходить вокруг? Да вот, оно все уже происходит. Что конкретно? Ну как разврат, не семейные ценности, а моральность.
похоть, вот, наркотики. А что относится, например, к семейным ценностям? Ну, мама, папа, бабушка, дедушка, дядя, тетя. Ну, точно не родитель номер один и родитель номер два. Ну, что влияет на сексуальную ориентацию? Ну, видимо, его собственное отношение к этому. То есть, если он себя считает такого-то гендера, значит, он такой, ну, значит, он такого-то гендера. Окружение могло повлиять. Да и вообще какие-то личные предпочтения. Да, мне нравится какая-то музыка определенного жанра, и что я могу с этим поделать. То же самое. Просто это человек так чувствует. А каким должно быть окружение, чтобы человек стал геем или лесбиянкой? Или би? Ну, я не знаю, наверное, в твоем окружении должны быть люди тоже с такими предпочтениями. То есть, что ты должен это видеть. Возможно, это фильмы какие-то. То есть, что-то, что должно привлечь твое внимание. Ты подумал, есть что-то такое. Ну, есть варианты, что жестокие, это насилие, может быть, какое-то в семье произошло, такое бывает. Но есть варианты, что наоборот, что человек просто любит. Человек любит, и если влюбится, то как бы можно же и кого угодно влюбиться. Что может повлиять на сексуальную ориентацию? Ну, типа, есть серьезное воспитание родителей изначально. Вообще окружение. А каким должно быть окружение, чтобы человек стал ЛГБТшным? Ты должен флексить на ЦБ, нюхать мефедрон и носить Balenciaga Triple S. Да, как по мне, так это психологический сдвиг в человеке. Ну, я думаю, это врожденное, конечно. Общество не может повлиять на выбор человека? Ну, может насильственными методами, но зачем? А как вы думаете, что влияет на сексуальную ориентацию человека? Окружение с детства. То, насколько у вас открыты, родители, например. Вообще на сексуальную половую жизнь это очень сильно влияет. Если у вас родители открытые, партнеры показывают свою сексуальность, то и, дети такие же. Вот у меня мама была открытая и любила и женщин, и мужчин, поэтому мне это передалось, я отношусь одинаково и к женщинам, и к мужчинам, я думаю, так. Вы думаете, это передается по наследству? Не по наследству, а как пример. Моя мама не скрывала, что она любит и женщин, и мужчин, и я поэтому тоже не скрываю это. Что бы вы сделали, если бы ваш ребенок совершил камин-аут? Ну, я бы поговорила бы с ним в первую очередь. О чем поговорили бы? Выяснила, как он это понял, почему, как... Like in my country, the first thing they'll do is pack your bags, seem to believe you are the man or the woman of the house, pack your bags, everything, and go live and find your own way. You'll figure out life on your own. Some parents are becoming more accepting as time goes by, but then it's still tough. Like if you're part of the LGBT community and open up to your parents, it's tough for them to accept. It takes a lot on them. And to us, if let's just say I was part of the community and if I had to come out to my parents, like sometimes you're like considered as a disgrace to the community because we still believe in like conservative traditional values. Yeah. В общем, что произошло в его жизни, может быть. Потому что наш тоже не появляется просто так, наверное. Ну, пришлось бы проводить с ним дисциплинарный воспитательный процесс. Что конкретно вы бы сделали? Ну, мало ли что. Ну, наверное, импровизация была бы. Но я думаю, я бы добился того, чтобы он для себя принял, что если он девочка, то он должен доиграть эту роль девочкой. Если он мальчик, то он должен доиграть роль мальчика. А там уже пускай разбирается потом. Ну, я думаю, если вышел на сцену мальчиком, ну так играй роль мальчика. Ну, что переодеваться в Мальвину-то? Это же роль Пьеро, правильно? Ну, я бы поддержал его, я не знаю, я бы хорошо к этому отнесся, совершенно положительно. С другой стороны, мне было бы, наверное, не очень приятно осознавать, что ему будет тяжело жить в этом мире. Я бы не то, что не выгонял бы его из дома, я бы его поддержал, и ничего плохого не было. Я думаю, мы бы поговорили, обсудили. Если бы я поняла, что это действительно выбор моего ребенка, это его предпочтение, я бы его за это не судила. Без проблем, я положительно отношусь к этому, поэтому я приму его любым, даже если он решит себе что-нибудь отрезать. Можете ли вы назвать какого-нибудь известного представителя ЛГБТ? Ну, кто он там? Я не знаю, кто он поет-то, музыкант. Кто-то в России? Да ну нафиг, американец. Элтон Джон. Элтон Джон? Вот, точно. А откуда вы про него знаете? Ну, по телеку говорят. Ага. Про него фильм сняли, по-моему, да, в России? Я не знаю, музыка-то, она хорошая, понимаешь, но все же зависит от того, на чью территорию она служит. Правильно? В смысле, Стивен Фрай. А кто это? Это британский комик и писатель, очень классный, очень мужик. Ну, я знаю, что Анджелина Джоли очень бисексуальная. 10 детей.
Да, да, но она еще любит женщин или нужны именно лесбиянки? Мир полон грязи. Как очистить мир от грязи? Никак. Если бы у вас была большая красная кнопка, на которую мы могли бы нажать, и все геи исчезли, как будто все забыли бы про них сразу. На нее нисколько не нажал, сколько спрятал бы ее куда подальше, сжег бы, ну, дезактивировал бы каким-то образом. Ну, смотря как исчезли. Тут как бы такой вопрос. Знаете, как, ну, Танос. Ну, как геноцид? Нет. Нет. Хорошо. Нет. Просто исчезли. Надо над кем-то же рофлить. Ну, по фану, типа, знаешь, рофлить над пидорами. Ну, если бы мне заплатили, я бы нажал. А за сколько ты бы нажал? За Jordan of Fight Чикаго. 11 US. 200 тысяч, да? Да. Я бы не нажимал. Ну, конечно, иногда хочется сказать, почему у этого мальчика такой красивый мальчик? Почему ему повезло больше, чем девушке, которая рядом проходит? Интересный вопрос, конечно. Я думаю, возможно. Нет. Почему нет? А как потом выявлять? Ну вот смотрите, это была бы суперумная кнопка, она бы сама определила, и как бы все, их не было бы. Вот, смотри, если их сейчас удалить, появятся другие, правильно? А нужно хотя бы какое-то подобие, чтобы видеть, где они сбиваются-то. Где такие, где такие. Нужно просто по палатам разделить, и все будет нормально. Нет. Почему нет? Я хорошая, добрая. Хорошо, спасибо. Well, I guess this is an interesting one, and I guess this is the end of the video. This is just very interesting to know what other cultures feel about this. But I'm sure if the interviewer had to take this to westernized countries, everyone, 99% would show support on camera. But behind camera, someone's views changes because they're afraid of being exposed. Because even if you don't support them, like, it's not wrong. Not supporting them doesn't mean you're homophobic or you're transphobic or whatever. Not supporting them is just so you don't support their act, but you still love them and treat them the same way as a human being. But if you say you don't support the movement, then you are considered as transphobic or homophobic. So, which is confusing. Just glad it's not as big of an issue as it is in my country right now. And everyone is not, even Pride Month, people don't march as much. Don't think there's even marches. Everyone is like private about it. They're still private about it. A lot of them are still behind the closet. But then I'm sure those issues will catch up to us in the next 10 years. But then when you look at like Western countries, it's like the more they accept, the more crazy things happen. Like now there's like 90 genders. There's a lot that is happening, and the world is only gonna get confusing. Right now there's a man apparently I don't know, who's going to the Olympics. We also, like in my country, also like a woman, Caster Semenya, who was banned from the Olympics. She was born a woman. She is a woman naturally. She was born a woman. She's a biological woman, but she's not allowed to compete in the Olympics due to, say, high testosterone or something like that. But a weightlifter from New Zealand who is a man, who was born a man, who transitioned at the age of 40 or something, is going to compete against a woman. So, yeah, man. We'll just leave it in the hands of God, and we'll see. And if you guys like this video, please leave a like, comment, and subscribe, and see you on the next one. Peace.